Всем добрый день, дорогие друзья. Поскольку этот вопрос часто мне задают, я решила раз и навсегда все-таки поставить уже точки над этим вопросом и сказать свое мнение и сказать, почему, как, зачем это все происходит и как с этим быть. Самые заманчивые вообще ритуалы, которые сразу смотрят, да, это ритуалы на день рождения, любовные, там, на праздники и прочие ритуалы, которые люди сразу бегут смотреть, потому что у каждого есть день рождения, каждый хочет свой день рождения что-то такое необычное сказать и сделать. И постоянно у меня спрашивают, почему у меня нет ритуалов на дни рождения, на какие-то праздники и прочее. Во-первых, я считаю, что обращаться к силам нужно не на особые дни, не специально ждать Нового года или дня рождения, чтобы обращаться к ним. Во-вторых, я не придаю такого огромного великого значения человеческим праздникам. И в-третьих, вообще давайте про день рождения начнем. Нужно ли какие-то ритуалы давать на день рождения? Абсолютно не нужно, даже опасно. Объясню почему. Откуда пришла традиция праздновать день рождения? Во-первых, каждый день вашего рождения вас приближает к смерти. Чем больше вы празднуете дни рождения, тем ближе вы находитесь к смерти. Тем быстрее вам напоминает, что срок вашей жизни на этой земле истекает. Поэтому мудрые люди не особо-то радостно празднуют. Ну, если вы слышали, да, день рождения – грустный праздник. Он более грустный, чем радостный. Ну, может быть, для детей он и радостный, клоунов приглашает и так далее. Но чем старше становится человек, тем более спокойно он относится к этому дню рождения. Во-первых, каждый день вашего рождения вы уязвимы как никогда. Потому что, когда вы родились, вы еще были беззащитны. У вас не было еще окрепшей психики. Вы еще зависели от людей и окружения. Поэтому точно так же каждый ваш день рождения, этот день, вы точно так же уязвимы и точно так же зависите от внешних факторов. Очень большое количество людей умирает в свой день рождения. Праздновали день рождения, там от радости, что там напились, что-то не то сделали, человек погиб. Либо был случай, по-моему, 2 года или 3 года назад, сейчас точно не помню, в Тюмени, кажется, когда на день рождения она готовилась, одела все самое лучшее, ждала гостей, молодая женщина, и человек, который должен был привезти пиццу, он привез, в общем, он его убил. Посмотрел на нее, увидел там на руках бриллианты, дом богатый, он ее убил. Потом его, конечно, нашли, но это ее, естественно, не вернуло, дети остались сиротами. День рождения – это такой момент, когда человек готовится к этому, когда человек делает прически, когда человек особенно красив, когда человек особенно одет, сверкает. А мы знаем, что значительно опасно, более такой момент опасности, когда человек хорошо выглядит. Вы слышали когда-нибудь, что человек перед смертью хорошо выглядит? Вы слышали об этом, да? Чрезмерно красиво, когда вы выглядите, на вас очень много взглядов, на вас очень много завистливых взглядов. И те люди, которые приходят вас поздравлять, не всегда делают это от души. Почему празднуется день рождения и откуда эта традиция дарить подарки в день рождения человеку? Ну, по сути, родился ты и родился. Почему тебе должны подарок за это дарить? Так вот, день рождения издревле – это день, который приближал человеку к смерти. Его пороги смерти открывались в тот день, когда он родился, много лет назад. То есть день нашего рождения – это тот день, когда открываются все дороги, пороги смерти для нас. Не обязательно, конечно, нам уйти, но в этот день открываются эти пороги. И в утешение человеку приносились дары, последние дары, которые он получает. Так что традиция подарить подарки говорит о том, что мы, конечно, это не знаем, и подсознательно нам кажется, что мы делаем доброе дело, и, может, надо продолжать это дело. Я не призываю там людей перестать дарить подарки, но хочу вам сказать, что день рождения
настолько зацикленно праздновать не следует. Не нужно очень много связывать с днем рождения, там, радостных моментов, искать ритуалы в день рождения. Это не нужно. И мой вам совет: празднуйте свой день рождения на день позже. Не в тот же день, когда вы родились. Празднуйте на день позже. А если вы празднуете свой день рождения, второй вам совет: пригласите только очень близких людей и празднуйте бесшумно и скромно. Потому что когда человек празднует свое рождение в этот мир слишком шумно, он этим обижает силы. Он показывает свое превосходство. Я родился, я пришел в этот мир. Ну и что ты? Ты смертный человек, ты не имеешь права чрезмерно мнить о себе, что ты нечто такое значимое, и ты пришел в этот мир. За это они могут тебя наказать. Смотрите мой ролик «Хроника ведьминой избы». В этом аккаунте нет уже. Называется «Расточительство приводит к беде». Когда люди что-то получают от богов, они благодарят. Родился ребенок, они благодарят, они накрывают на стол, приглашают людей, они как-то страдают, то есть они отдают что-то, они жертвуют деньги, они жертвуют имущество, они празднуют, они взамен богам отдают что-то за то, что те дали им радость родительства испытать. Но если человек переходит грань, вот смотрите, свадьбы, которые празднуются с чрезмерным размахом, они вызывают ненависть, зависть, обсуждение, осуждение и так далее. Очень мало говорят об этом. Ой, какие они молодцы, пусть будут счастливы. Малое количество людей, которые это видят, говорит хорошее и желает хорошее. Большее количество говорит плохое. Потому что твое богатство, твое имущество должно быть так представлено, чтобы тебе простили это все. То есть люди, которым нечего есть завтра, да, может быть, по их же вине нечего есть, может, никто не виноват. В любом случае, каждый человек склонен винить всех подряд, кроме себя. Основное количество людей именно такие. Они будут обвинять всех, и богатых, и таких. Да, он не у меня отобрал и делает себе свадьбу, но мне неприятно. Почему? Мне же нет, а у них есть. Это я говорю, к примеру, тем людям, естественно. Мне все равно, я и не смотрю эти свадьбы. Я считаю, что каждый человек вправе сам решать. Хотя я лично считаю, что это излишество. Так вот, когда человек чрезмерным размахом празднует свой день рождения, он злит те силы, которые рядом с ним. То есть он нескромно себя ведет. И он может за это быть наказан. В день вашего рождения вы очень уязвимы. Ваши пороги смерти открыты. И поэтому мой вам совет: если вы хотите сделать с размахом день рождения, сделайте на день позже. Не раньше. Раньше тоже праздновать нельзя. Раньше вы точно так же злите эти силы. Понимаете, вот этот день, этот рубеж, он настолько судьбоносный, что настолько зацикливаться на этот день вообще, то ритуалы дайте в этот день, то как праздновать, то как одеваться, то что... Не зацикливайтесь на этих праздниках, это второстепенные вещи в жизни. А вот день рождения тем более не стоит того, чтобы зацикливаться на этой дате. Почему не празднуют 40 лет? Потому что 40 лет – это определенный рубеж в жизни человека. Если до 40 лет человек не имеет ни семьи, ни карьеры, ни каких-то там достижений в жизни, ничего не имеет до 40 лет, то его в ближайшее время после 40 забирают. 45-46 он уходит. Потому что судьба считает, что человек не может приспособиться к этой жизни, что ему дали жизнь, а он мучается, он не знает, как жить, он не умеет жить, он не научился. И для того, чтобы его не мучить, его забирают с этого мира и дарят ему избавление. То есть это не наказание, это не ненависть. У Вселенной нету ненависти к нам или любви к нам. Вселенная живет по определенному механизму. Она дает, когда просишь. Если ты на себя не жалеешь, она тебе дает. Если ты на себя жалеешь, она тебе не дает, потому что тонкий мир под тебя подстраивается. Вот тебе нравится это, ты идешь себе покупаешь. Ты даешь сигнал Вселенной: я хочу жить хорошо, дайте мне. И они тебе дают. А человек, который скромен, человек, который сначала думает о других, потом о себе, он всю жизнь так и будет жить, потому что он дает тоже определенный сигнал. Мне ничего не надо, только другим дайте, а я как-нибудь обойдусь. Да без проблем. Ребенок, который у тебя ничего не требует, не просит, самый удобный, самый хороший ребенок.
понятное дело. Но этому ребенку от этого хорошо, что он ничего не просит. Ведь ему в убыток это все. А ребенок, который у тебя требует постоянно, ты можешь и ругать, но все равно покупаешь. Лишь бы отстал от меня, правда? Точно так же и со Вселенной. Если ты ничего не хочешь, не требуешь, она тебе и не дает. Если ты гордо сидишь и ждешь, пока она сама тебе будет давать, этого не будет. Так вот, это насчет рубежа дня рождения, 40 лет, что нельзя праздновать. Нельзя праздновать 33 года. Тоже рубеж определенный. Если помните, возраст Христа называется. Вообще это возраст такой мистический. В этом возрасте очень много случается с человеком. Либо он выходит из трудностей, раз и навсегда обрубает эту нить и идет вперед, либо он дальше погряз и дальше идет. После 33 определенный рубеж в жизни человека. Теперь, нужны ли ритуалы в день рождения? Нет. Есть, конечно, определенные ритуалы, но это для людей, которые настолько порчены, столько всего на них сделано, что уже надо ждать того дня, когда у него открываются рубежи смерти и жизни, и дать ему такое сильное, чтобы вот просто вот воздействовало на него вот мгновенно, потому что в этот момент у него все эти порталы открыты. Если только в этом случае. Поверьте мне, что ритуал на день рождения не даст вам на весь год какой-то там великих свершений. Есть ритуал защиты на день рождения на детей. Лучше начитать родителям. Такое можно дать, да. Когда родитель просит в день рождения, когда она родила этого ребенка, или они родили, они вместе создали. Вот начитывают на своего ребенка защиту определенную. Есть нужда, как-нибудь скину. Пока еще не успеваю я физически все это вместе. Но просто настолько уже часто начали спрашивать, успокойтесь вы уже. Это всего лишь замануха, как и все остальные примитивные ритуальчики и какие-то там непонятные что. Потому что я недавно смотрела, там то рот можно очищать, вот вам это, вот то, вот рот очищайте. Смешно. Вы неужели и правда думаете, что каждый человек способен взять, да и очистить себе рот, вот сам по себе? А на что тогда люди, которым это дано делать? Если все могли бы это сделать, то это было бы, конечно, очень хорошо. Но боюсь, что это не так. Так вот, дорогие друзья, день рождения испокон веков, с древних времен, это день открытия всех твоих смертных порогов. Это день самый опасный в жизни человека. И в утешении ему или себе, или как традиция, что человек может уйти скоро, дарили подарки. Как последние дары, которые человеку дарят. Но потом это вошло в привычку, и начали это торт, там на торте свечи, это все пришло с 18 века, это традиция европейская. Кто-то внес там особо-то никаких таких, скажем, смысловых формулировок я не вижу. Единственное, что скажу, что задувая свечи, точно так же задувайте, как будто бы свою жизненную силу. Вот и все. Это не может так, знаете, прям особо сильно влиять. Если человек сильно энергетически, может он себе это нанести нехороший урон. А может ничего не быть. То есть на этом тоже зацикливаться не стоит. Но задувание свечи тоже не самый лучший вариант. Потому что мы, когда ритуалим, мы после не задуваем свечи. Я все время говорю, погасите пальцами, или есть специальный гаситель свечей. Потому что ты сдуваешь эту энергию, которая к тебе пришла. Вот, собственно говоря. Так что не зацикливайтесь на дни рождения, не зацикливайтесь на праздниках. Праздник может быть каждый день в своей жизни. Живите, просто радуйтесь тому, что вы есть, что вы существуете, что вы дышите, что вы любите, что вокруг вас мир, природа и так далее. Не зацикливайтесь. День рождения и день рождения. Вам было 33, теперь 34, и пошло-поехало. И вы приближаетесь к смерти своей, собственно говоря. Сокращается ваша жизнь. Что там праздновать, чего там радоваться, прыгать, я не могу понять. Я за свою жизнь, я не праздновала. Специально я свой день рождения никогда не праздновала. Меня поздравляли, да, звонили друзья. Я могла, 2-3 своих близких взять, там, сидеть где-нибудь в ресторане. И, собственно, это было мой день. И я не страдаю по этому поводу, и не переживаю. И я сына своего также приучила, что нет такой необходимости с таким размахом праздновать день рождения. Потому что, еще раз говорю, это самые опасные дни для человека. И в эти дни лучше не быть уязвимым, лучше не попасться в глаза завистливым людям. Потому что по древнему поверью в день твоего рождения приходят все твои предки, и вместе с ними идут и злые силы с тобой праздновать. Если злым силам ты как-то не понравился, то твой день рождения может быть началом очень плохих
событий в твоей жизни. И очень многих людей так и было. Очень мало связано хороших воспоминаний с днем рождения. Обязательно кто-то портил, обязательно в день рождения они знакомились не с очень хорошим человеком и так далее. Дни рождения не самые хорошие дни в жизни человека. Вспомните, например, да, сколько сказок есть, именно связано с днем рождения. Если помните, «Спящая красавица». В день рождения пришла злая колдунья, и что она ей подарила? Что она сказала, что она пророчила. Тоже в день рождения. Поэтому в день рождения, дорогие друзья, это не самый такой подходящий момент делать такие ритуалы какие-то. Потому что, еще раз говорю, это неудачливый день. Мало здесь хорошего. Самый удачный день в вашей жизни, это когда вы родились, ваш первый день рождения. Именно тот день, когда вы были, значит, вышли в свет, в мир. Все остальные дни всего лишь приближают вас к смерти. Все остальные дни обнулевывают вашу энергетику, и в этот день вы самый уязвимый. Вот согласитесь, люди, которые мало обращают внимание на день рождения, мало зациклены, они спокойнее это переносят, чем те люди, которые, ну, просто вот готовы весь год копить, лишь бы день рождения всех удивить, что-то такое сделать. Люди, которые зациклены на праздниках, люди, которые ждут определенного праздника, чтобы как-то себя почувствовать счастливыми, они по жизни не очень-то и счастливые люди. Потому что, я еще раз говорю, не ждите определенный день, чтобы что-то делать, ритуалить или просить, или призывать к себе какую-то там удачу. Для этого любой день подходит, не только день рождения. А день рождения, еще раз говорю, опасный, уязвимый день, когда открываются все пороги смерти для вас. Поэтому лучше день рождения с великим размахом не праздновать. Ну, это мой совет. А решать, кому как быть, это уже ваше дело. Потому что вы не вправе жизнь простого смертного ставить на какой-то определенный пьедестал, якобы вот я родился, я вот все, и весь мир вокруг меня. И это обижает те силы, которые говорят, ну ты родился, но ты обычный смертный. Ты не вправе свое рождение, свое появление так, с таким размахом праздновать. Это обижало эти силы. Кроме того, приходят те силы в вашу жизнь в этот день, которые не очень доброжелательны к вам и прочее. В общем, чем скромнее вы это празднуете, чем спокойнее к этому относитесь, тем счастливее вы живете. Всем удачи!